Всем привет! Сегодня отправляемся на одну из очень прикольных локаций – пещера Немара. Она находится совсем недалеко, прямо напротив Мармариса, на полуострове. Вход в нее бесплатный, и самое интересное, что экскурсий туда нет, только индивидуальные. А мы сейчас расскажем, как добраться туда своим ходом и что еще интересного стоит посмотреть на этом острове помимо самой пещеры. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем наше путешествие. Прежде чем отправиться в пещеру, вам нужно заранее прогуляться до места отправления местной маршрутки, чтобы утром не потеряться и успеть на самую первую. На ней будет написано Елань-Сибагас. Обратите внимание на расписание. В нашем случае отправка самой первой маршрутки была в 8:30. Но это оказалось не так. Первая маршрутка отправилась ровно в 8 утра. Поэтому планируйте путь, чтобы без 10 минут 8 быть уже на месте и рядом с остановкой искать транспорт. С собой прихватите достаточно воды, если хотите посетить не только пещеру, а еще и полазить по горам. Берите больше, примерно 1,5 литра на человека, и что-нибудь перекусить. На этой локации мы побывали 2 раза. Первый раз сходили в пещеру и забрались на гору, и в самый последний день, который нам подарил туроператор, также решили поехать именно туда, так как хотелось походить пешком и забраться на другие горы. Ехать до нашей остановки недолго, около 20 минут. По приезду есть 2 варианта. Если у вас большая группа, то водитель может попросить немного денег, чтобы довести вас максимально близко к пещере, что сэкономит вам восхождение минут в 15. В противном случае вас высаживают прямо перед входом в национальный парк. Здесь и начнется ваше приключение – подъем в гору. Утром восхождение переносится проще, так как солнце еще не печет. Идите прямо по дороге, не заблудитесь, других вариантов у вас нет. Вам будут встречаться владельцы яхт, которые каждое утро занимаются хайкингом. Можете пообщаться, встречаются люди из разных стран. По пути можно понаблюдать за прекрасными видами, есть удобные площадки для фото. В общем, интересненько, не заскучаете, потому что самое интересное впереди. Вы доходите до развилки дорог, и здесь у вас есть несколько вариантов. Пойти направо, на видовую точку, это будет небольшой шатер, там вы пофотографируетесь, посмотрите. И второй вариант – налево, в пещеру. На входе будет арка, такая же, как и на входе в парк. Дальше вы доходите до мостиков по правую руку. Вам именно туда. Это путь в пещеру. Ну и теперь настало время рассказать о самой пещере. Пещера Немара. Пещера на небесном острове или острове Немара, недалеко от Мармариса. На высоте 350 метров использовалась людьми от палеолита до бронзового века.
Внутри пещера широкая, возраст определен как 100 тысяч лет по сталактитам и сталагмитам. Две женские статуи из песчаника были впервые найдены в 1998 году, а уже в 1999 пещера была объявлена археологическим памятником первой степени. Раскопки были начаты под руководством муниципалитета Мармариса, чтобы предотвратить нарастающие разрушения. Во время раскопок в пещере были обнаружены следы человека 12-тысячелетней давности. Древний историк Геродот сообщает, что история Мармариса восходит к 3000 году до нашей эры. Однако раскопки, проведенные муниципалитетом Мармариса в 2007 году, увеличили этот период почти до 12 тысяч лет. Исследования, проведенные в пещере, выявили существование культа богини-матери Лета, считающейся матерью бога Аполлона и богини Артемиды, в древнем городе Фискос. Пещера расположена на самой высокой точке небесного острова и использовалась в качестве места поклонения. Поклонение проходило вокруг главной скалы, которая существует и сегодня. Эта главная скала окружена каменными жертвенниками полукругом, приподнятыми на высоте около 30 сантиметров от земли. На эти возвышенные камни делались подношения богини-матери Лета. Подношения были сделаны в виде кремаций, стеклянных бус и скульптур Лета, а также были найдены сотни фрагментов сосудов, 50 человеческих фигур, сделанных из терракоты. Из двух обнаруженных каменных террас можно понять, что пещера использовалась как храм и как вотивное место в римском периоде. Множество монет свидетельствует о том, что в римский период в пещере жили люди. В раскопках найдено 500 цветных стекол, сверл, долот, орудий для пробивания камня и кости. Обилие цветных стеклянных бус позволяет предположить, что это место использовалось как мастерская бисера до бронзового века. Останки, полученные из пещеры, доказывают, что в Мармарисе 12 тысяч лет существовали человеческие поселения. В ней, кстати, обитают троглоксен-бабочки, идентичные тем, что живут в Фетхии, долине бабочек.
пещере очень тихо и умиротворенно, а еще прохладно вне зависимости от температуры на улице. Она как место силы, куда приходишь, и оно насыщает тебя своей энергией. В пещере были маленькие норы или ходы. В одном из углублений была даже чья-то кость. Рядом с пещерой оборудованы площадки, на которых уставшие туристы могут посидеть, отдохнуть и насладиться красотой окружающих видов. Обратите внимание на интересные деревья, расположенные рядом со входом в пещеру. Это платаны, деревья без коры. В народе ее называют бесстыдницей. Считаются реликтовыми, и о них сложено много легенд. Для тех, кто хочет максимум выжить из этой поездки, и тем, кто любит походить по горам, следующая часть для вас. Вам нужно выйти из пещеры на главную дорогу направо и идти до видовой точки по приложению Maps.me. После видовой идите по дороге наверх. Если вы смотрите на море, дорога будет по правую руку. Около леса вы наткнетесь на уже знакомые туристические метки. В Maps.me этой дороги нет, но мы решили все-таки узнать, куда же она ведет. Вам нужно быть предельно осторожными в этом путешествии. Остров хоть и маленький, но заблудиться здесь как делать нечего. Вроде идешь всегда прямо, по дороге, а развернешься и уже не знаешь, куда возвращаться. Мы когда шли на первую гору, самую высокую, при возвращении, кто бы мог подумать, заблудились. А все потому, что решили немного сократить. Не совершайте наших ошибок, всегда возвращайтесь, как поднимались. На острове есть непроходимые места, поваленные деревья, и вы можете еще больше заблудиться или куда-нибудь упасть. Метки могут быть видны только в одном направлении, поэтому ставьте тугрики, камешки на камешек, прямо по дороге, и чем чаще, тем лучше. Так вы быстро сможете найти дорогу назад и спокойно вернуться. На самой высокой горе вас ждет прекрасный вид и флаг, а также множество фотографий, которые вы сможете сделать. Кроме этого, здесь будет много стен, старых построек. Можно только вообразить, что же все-таки было здесь на самом деле. А этот остров в 1999 году признан археологическим и природным памятником.
И такие разрушенные здания и сооружения разбросаны здесь повсюду. Более того, когда мы заблудились и около часа искали дорогу домой, я нашел здесь ручку от кувшина. Точно такую же я видел в местных музеях. Это говорит, скорее всего, о том, что работы по раскопкам здесь, если и проводились, то совсем немного и поверхностно. После возвращения на видовую точку Maps.me, если хотите посмотреть еще одно интересное место, идите теперь от нее налево. Там будет камень, на котором можно сделать еще пару фоток.
После возвращения назад, откуда пришли, выходим из арки и идем в сторону видовой точки, где шатер. Проходим мимо него и идем дальше по дороге. При заходе в лесок ставьте как можно больше ориентиров тугриков. Здесь дорога будет расходиться по всем сторонам. Именно здесь мы нашли остовы от какого-то здания, целые стены и много развалин. Кто бы мог подумать, что здесь было так много зданий? Можно предположить, что остров был неким форпостом, так как имел стратегическое местоположение, а остатки строений принадлежали казармам. Но это все догадки. Осмотрели достопримечательности, держим путь дальше, в гору. Подъем несложный, а вид прекрасный. И снова остатки от зданий и стен. Возможно, каждая вершина островов была обустроена вышкой. И при набеге, как у стены в Китае, стражники зажигали огонь, тем самым оповещали другие вышки, острова и города о надвигающейся опасности. Любителям древностей рекомендую.
Еще весьма неожиданно было найти здесь старый альбом с семейными фотографиями. Кто-то ведь его принес на самую вершину и оставил здесь. Додумать дальнейшую судьбу сделавшего это человека может каждый. Выглядит жутковато. А мы возвращаемся обратно. Что нужно знать при возвращении? Прежде всего, это то, что расписание неправильное. Наш товарищ, который поехал на Немару, при возвращении назад так и не дождался последней маршрутки. Поэтому лучше ехать туда утром и спокойно вернуться домой до наступления вечера. Но даже если маршрутка не пришла, не переживайте, идите ближе в город и попробуйте остановить попутку, как он и сделал, и довезли его бесплатно. Эти достопримечательности я всем рекомендую. Немару посетите обязательно. Горы по вашему желанию. И не забывайте про лайки и подписку. Чем вас больше, тем больше желания делать новые видео и рассказывать о новых путешествиях. Всем спасибо и пока-пока.